Когда в отделении начали подшучивать над новой медсестрой, никто не воспринимал это всерьез. Эми Картер была тихой, собранной и почти незаметной. Она не вступала в разговоры, не реагировала на ироничные замечания и всегда держалась в стороне, полностью сосредоточенная на работе. Врачи считали ее слишком осторожной и даже слабой, типичной новенькой, которой еще предстоит врасти в ритм. Ночь выдалась тяжелой. В реанимацию доставили тяжело раненого офицера, капитана Нейта Коллинза. Его состояние долго оставалось критическим, и лишь к утру показатели стабилизировались. Напряжение спало, и персонал позволил себе расслабиться, обсуждая смену за кофе. Именно в этот момент капитан неожиданно появился в ординаторской. Он шел медленно, опираясь на силу воли больше, чем на собственное тело, но держался прямо с военной выправкой. Не обращая внимания на врачей, он остановился напротив Эми. На глазах у всех он отдал ей четкое воинское приветствие. В помещении повисла тишина. Этот жест не был формальностью или благодарностью пациенту-медперсоналу. Так приветствуют равного. Так признают того, кому доверяли в самый тяжелый момент. Капитан дал понять, что именно эта медсестра действовала безошибочно, когда он был без сознания. Быстро, точно и без суеты. Она не задавала лишних вопросов, не ждала указаний и не сомневалась. Просто делала все, что нужно. Смех исчез так же внезапно, как и появился. Врачи переглядывались, осознавая, что сделали поспешные выводы. Перед ними стоял не неопытный новичок, а человек с опытом, который не измеряется стажем в этом отделении. Позже, уже в палате, Эми продолжала работать так же спокойно и уверенно. Каждое движение было точным, каждое решение – выверенным. Капитан смотрел на нее с тем редким доверием, которое рождается не из слов, а из поступков. Когда врачи пытались выяснить, кто заходил к пациенту ночью, капитан ясно дал понять – ничего объяснять он не будет. Некоторые вещи говорят сами за себя и не нуждаются в разборе. После ее ухода разговоры в коридоре были уже другими. Без насмешек, без высокомерия, только сдержанное уважение и неловкое признание собственной слепоты. Эми не изменилась. Она по-прежнему не искала внимания и не рассказывала о прошлом. Но в тот день весь персонал понял, иногда самые сильные люди – это те, кто работает молча. А настоящую ценность человека первым видит тот, кто смотрел смерти в глаза и выжил.